Всем привет! Под прошлыми выпусками о дайверах на Мальдивах мне пишут одни и те же вопросы. Что нового? Есть ли какие-то подвижки? Нашли ли что-то еще? И если вы следите за этой историей с самого первого видео, то, конечно, отдельное вам большое спасибо, что досматриваете эти все части. Ну, а если вы попали сюда впервые, то советую сначала их посмотреть, все эти 3 предыдущих ролика, там разбор физики, которая была на глубине, версия с песчаной стеной, а также подробный рассказ про сержанта береговой охраны Махутхи. Сегодняшний рассказ мы начнем со снаряжения, потому что у нас наконец-то есть реально на что посмотреть и кое-что очень важное обсудить. Потому что в сети наконец появились кадры с финскими дайверами, которые проводили эту спасательную операцию. И в первую очередь нам следует обратить внимание на их так называемые сухие костюмы. У обывателя, конечно, тут сразу возникает вопрос, зачем они вообще нужны, потому что на Мальдивах вода прогревается до 27 или 30 даже градусов. И туристы рядом обычно плавают в одних плавках. Зачем вообще кутаться в этот сухой костюм? Дело в том, что погружение такое, оно растягивается на несколько часов. И большую часть этого времени дайвер висит почти без движения на декомпрессионных остановках. Мокрый костюм при такой неподвижности постепенно начинает забирать тепло у пловца, даже в теплой воде. Получается, что через 2-3 часа человек начинает трястись, и это является прямой дорогой к потере концентрации именно тогда, когда нужно считать газ и следить за глубиной. Сухой костюм, в отличие от мокрого, держит тонкий слой воздуха вокруг кожи и не дает замерзнуть. Плюс это дополнительная защита от острых краев известняка внутри пещеры, где задеть скалу очень легко, гораздо легче, чем это кажется. Вторым пунктом, на который мы будем смотреть, это свет. Свет с выносной канистрой. Обычно у рекреационного дайвера один компактный фонарь, как у итальянцев. Он в руке у них. И его хватает на час, может быть на два. А у пещерных дайверов, как положено должно быть, все должно серьезнее быть. На голове или на руке закреплена только лампа, а основная батарея, она тяжелая, размером почти с термос и висит на бедре и соединяется с этой лампой кабелем. Такая система держит мощный световой поток на протяжении 7-8 часов, и на самом деле это является минимальным расчетным ресурсом именно для операций, где обратный путь занимает иногда втрое больше времени. Третий пункт у нас это ласты. Очень важно, обратите внимание, на фотографиях видны классические джетфины. Это тяжелые, без резиновой гибкости современных рекреационных моделей ласты. На первый взгляд они выглядят как устаревшее снаряжение, но у пещерных дайверов они служат как раз рабочим инструментом для очень важных движений. Это так называемый лягушачий удар, разворот на месте без единого взмаха корпусом и обратный ход без лишнего грибка, который как раз и поднимает ил со дна. А мягкие гибкие ласты для таких задач не годятся, потому что любое лишнее завихрение воды в узком коридоре превращает прозрачную воду в молоко за пару секунд. И это одна из ключевых деталей этого события, новая деталь. Финская команда при обследовании второй камеры обнаружила четкие следы от лаз на Донном Иле. Это не мелочь какая-то, а возможно объяснение того, как развивались события. То есть итальянская группа не погибла от обрушения или от резкой смены течения, а потеряла ориентацию уже после того, как кто-то один поднял муть со дна. И видимость, конечно же, упала до нуля. Дайверы перепутали направление и пошли вглубь всей этой разветвленной системы вместо того, чтобы идти к выходу. Впоследствии они оставались заблокированы в дальних камерах, пока в баллонах не закончился воздух. А эти джетфины, такого рода ласты у профессионалов именно для того, чтобы такой ситуации не допустить. Сама техника этого лягушачьего удара, она не поднимает тыл вообще, потому что при этом движении ласты не проходят ниже горизонтальной плоскости самого тела. Четвертым пунктом у нас идут компьютеры. На запястье у каждого финна виден характерный квадратный компьютер. В дайверском сообществе такие модели прозвали кирпичом за форму и размер. В отличие от моделей для отпускного дайвинга, такие устройства считают декомпрессию сразу и по нескольким газовым смесям.
Кроме того, переключают алгоритм при смене регулятора и хранят весь профиль погружения для того, чтобы его можно было разобрать на суше. А на обычном рекреационном погружении такая функция по факту избыточна. Но в пещеру Алимата, по правде сказать, без такой штуки спускаться вообще нет смысла, потому что весь план держится на точном расчете на таких глубинах, каким газом дышать на каком участке маршрута. И главное, конечно, здесь еще вот что. Ребризеры. Замкнутый контур, где выдох идет через скрубер, очищается от углекислого газа, обогащается кислородом и возвращается в дыхательный мешок. А в воду улетают только мелкие пузырьки. У обычного баллона расход воздуха растет с глубиной в разы. Помните наш расчет из самого первого выпуска? Мы тогда считали, что на 65 метрах запас 120 минут превращается в 16. Так вот, у ребризера расход почти не зависит от глубины, потому что газ крутится по кругу. И на одной зарядке можно провести очень много часов даже на серьезной глубине. Для такой операции ребризер единственный технически разумный вариант. Это надо тоже запомнить. Без него команда физически не успела бы дойти до третьей камеры и вернуться обратно, тем более на форс-мажоре. И еще есть одна новая деталь снаряжения, о которой мы с вами не говорили. У инструктора Бенедетти был второй баллон, который содержал Nitrox-32, смесь с 32% кислорода. Это очень разумно. Нитрокс – стандартный газ для декомпрессии, им дышат при подъеме, все логично. Проблема в том, что безопасно использовать Nitrox-32 можно только начиная с 34 метров и не глубже. А на 60 метрах парциальное давление кислорода в такой смеси составляет 2,24 бара. Это очень опасно, потому что верхний абсолютный предел для технического дайвинга 1,6 бар. То есть нитрокс на 60 метрах это в 1,5 раза выше любой мыслимой границы. Поэтому получается, что судорожный синдром при таком давлении кислорода наступает практически мгновенно. И сейчас основной вопрос в том, какой именно сценарий реализовывался. Первый, когда Бенедетти переключился на этот баллон на глубине и немедленно потерял сознание от отравления. Или второй, когда он осознал ситуацию, но не успел переключиться, потому что основной воздух закончился до того, как он добрался до отметки, где переключение было бы безопасным. Оба сценария объясняют, почему его нашли отдельно от остальных четверых, потому что он хотел выбраться, прошел заметный отрезок назад и выдохся на середине пути в темноте без направляющей нити. То есть он осознал по сути по факту раньше все, чем остальные. Вот еще одна интересная деталь, послушайте. По данным следствия, у Моники Мальтифаконы был всего лишь сертификат начального уровня пещерного дайвинга, так называемый Cave Diving Level 1. Сертификат, который предназначен для погружения в освещенных секторах пещер, там, где виден выход и где нет сложных разветвлений, где вы в любой момент можете вернуться обычным путем. 60 метров в темных неосвещенных галереях с разветвленной системой ходов – это полная противоположность тому, для чего этот уровень подготовки предназначен. Если сертификат Мальтифаконы как лидера группы явно не соответствовал сложности погружения, то вопрос ответственности явно смещается в том числе и в сторону Бенедетти, как профессионального инструктора. Он либо не проверил квалификацию, либо проверил и все равно повел людей. Кроме того, по данным следствия, Мальтифаконе была в шорте, в таком коротком гидрокостюме, который закрывает только торс. Это костюм для рекреационного дайвинга в теплой воде, и он вполне уместен на 20 метрах у рифа, но никак не на часовом погружении в 60-метровой пещере с декомпрессионными остановками. И что это означает? Что человек изначально не рассчитывал на долгое глубокое погружение ни физически и даже не психологически. На мой взгляд, здесь можно пока что сказать только одно. У нас складывается целая система допущений, которую вообще, похоже, никто не проверял. Добавьте к этому еще факт, о котором мы говорили раньше, что на Мальдивах любые погружения глубже 30 метров требуют специального, именно правительственного разрешения. Это грустно. Бенедетти был профессиональным инструктором. Он точно знал правила, знал физику, знал, что такое мод, и все равно повел группу. Почему это было сделано? При очевидности огромного риска остается вопросом.
Сейчас появились слухи о местной практике. Говорят, что некоторые дайверы якобы оставляли фонарь в точке, где начинается полностью темная часть маршрута этой пещеры, вдумайтесь, как маяк для обратного пути. Ну, эта практика никогда официально не подтверждалась и выглядит, на мой взгляд, совершенно сумасшедшим действием. И я, да, продолжаю следить за ситуацией. Как только будут новые факты, обязательно об этом выпущу новый ролик. Вас призываю написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И вообще, сталкивались ли вы с таким в своей жизни? Не обязательно в дайвинге, даже просто в обычных вещах. Когда вы точно знаете правила и все равно их нарушаете, потому что вам кажется это нормальным. Всего вам самого хорошего, до следующих выпусков и пока.